Были обвинения в том, что мы мошенники. Им бизнес купили родители, они там измываются над людьми, вообще унижают их. А ты жена депутата. Он просто офигел. А что-то люди такие тупые. Мастера зарабатывали больше, чем мы. Это мастера были очень низкого уровня. Понял, что нужно вводить штрафы. Эта схема, которую я придумал, она была гениальная. Просто супер гениальная. Мы уволили всех. Ростов, Уфа, Екатеринбург. Мы такие, вау! Мы учились. Нас никто не учил бизнесу. Лен, ну как так? Она ушла и украла машинки. Доверять первому встречному – это большая ошибка. Привет всем! Сегодня вы у нас дома. Мы находимся на заднем дворе нашего дома. Там вот у нас бассейн. Недавно мы расписали стену. Я наблюдала, как художник расписывает эту стену. Несколько дней лежала, кайфовала. И теперь вот она радует мой глаз. И по ближайший час будет ваш глаз радовать тоже. Сегодня мы говорим о 2014 году. Я только родила сына в этот год, в феврале. Такая, когда? В феврале. И я почти сразу начала работать, по-моему, через пару месяцев, да, я поехала в Уфу, потому что там было много проблем. И также потом весной я поехала открывать Воронеж, да. Это из того, что я помню, но в основном этот год был посвящен работе твоей, поэтому тебе слово. Между 2013 и 2014 годом я помню, что наш руководитель отдела продаж поднадавил на человека, который оставил заявку на партнерскую программу. Именно тогда мы решили, что мы будем масштабироваться не через франшизу, которая себя показала не с лучшей стороны, а через партнерскую программу. Я подумал, ну отлично, кто может быть замотивирован лучше, чем партнер? Человек, которому принадлежит половина бизнеса в этом городе. И идея была следующая. Мы открываем юридическое лицо новое, ООО, например, в новом городе присутствие, и разделяем его 50 на 50 с будущим партнером. Этот партнер отвечает за то, чтобы организовывать услуги, контролировать персонал, нанимать его, в общем, операционную деятельность. А я со своей стороны выступаю как гарант того, что будет работать маркетинг, будет работать продажи, будет развиваться бренд, и вообще все будет хорошо, и процессы, и технологии, и прочее, прочее. А Лена, как-то это по умолчанию, мы даже это не обсуждали, но это по умолчанию было, что Лена отвечает за то, что двигает вперед технологии. Это непосредственно пигменты, схемы, как проводится процедура, вообще технологическую карту всего процесса, общения и так далее. И получается, что они открылись, мы отправили туда своего мастера, и эта схема, которую я придумал, она была гениальная, просто супер гениальная. Мы, как мне тогда казалось, мы сделали предложение у себя на сайте, и кто-то оставил заявку, и, естественно, мой руководитель отдела продаж что-то поднадавило, и в итоге в самый последний момент человек согласился, туда уехала обучать Саша. Это был, по-моему, январь. Могу заблуждаться, может быть, не январь. Ну, где-то, короче, зима. И Лена после того, как родила, буквально через месяц, она принципиально не кормила ребенка грудью. Можете начинать кидаться в комментариях какашками в нее, поэтому на эту тему. Но она прошла очень сложный период, когда она была молочной бутылкой для нашей старшей дочери. Это 2 года. И она сказала, нет, я кормить не буду. И, в принципе, как показало время, это было правильное решение, потому что я смог очень сильно помочь ей. Потому что я ночью вставал, грел смесь, кормил, она в это время спала и могла полноценно работать. Итак, планов громадье, мы строим декомпозицию, мечтаем завоевать мир. Считаем, что при 50 филиалах, которые мы откроем в течение ближайших 5 лет, мы сможем заработать в прибыли где-то около 5-10 миллионов. У нас срывает от этих цифр голову просто. И никто тогда не знал, к чему это приведет. Но так или иначе, вектор развития был найден. Мы начали активно вводить скрипты, мы начали активно вводить контроль мастеров, чтобы они усердно не хотели слушаться. Вот в тот момент никто не понимал, что как важно разговаривать с клиентом именно таким способом, объяснять ему, что ему нужна коррекция, объяснять ему, как поведет себя кожа и прочее, прочее. И мы реально с кровью вводили эти скрипты. Давайте я пока расскажу. Это, наверное, год мой. Да. Я расскажу о том, с какой болью мы вводили скрипты в отделе продаж. Это был, правда, 2013 год, мы об этом не рассказали, но так или иначе, этот 2014 тоже зацепило. Итак, картина маслом. У нас только-только съехала от нас
студия, напомню, она была в колл-центре, в офисе, и друг у друга на головах сидели менеджеры и работали мастера. Они приехали в новую студию. И колл-центр получил скрипты. Скрипты — это, кто не знает, это такие речевые модули прописанные, благодаря которым продажа движется намного успешнее, чем без них. Давайте я приведу пример. Вы можете с этими скриптами, кстати, ознакомиться в моем аккаунте. Ссылка наверняка будет в описании к этому видео. И вкратце, если выглядит это так. Мы давайте поиграем, чтобы вам показать, насколько важны скрипты в жизни мастера перманентного макияжа и вообще мастера красоты. Ты клиент, я человек, который принимает звонок. Я говорю: здравствуйте, студия татуажа Елены Нечаевой. Меня зовут Дмитрий, я к вашим услугам. Чем могу быть полезен? Ой, я бы хотела сделать татуаж. Угу. И узнать, может быть, сколько он стоит и когда можно записаться. Татуаж стоит 5000 рублей. Вы можете записаться на завтра на 9:00 к мастеру Евгении Якушкиной. Ну, хорошо, я подумаю, я перезвоню вам. Да, до свидания. Прощай, клиент. Мы слили клиента, и 95% из вас также поступает. И мы поступали так же на самом деле. Теперь давайте колл-центр здорового человека. Здравствуйте, студия татуажа Елены Нечаевой. Меня зовут Дмитрий. Чем могу вам помочь? Я бы хотела татуаж сделать. Скажите, как мне к вам обращаться? Лена. Елена, очень приятно. Вы определились, какую зону вы хотите сделать? Да, я бы хотела брови сделать. Окей, брови. В какой технике? Есть волосковая, растушевка и комбинированная. Ой, мне очень волоски нравятся, но вот сколько стоит это, не знаю, сколько это стоит? Волосковая техника бровей у мастера Евгении Якушкиной, если мы говорим о том, чтобы прийти к ней завтра, будет стоить 5000 рублей. Кстати, вы были у нас в студии или делали татуаж до этого? Я почему спрашиваю? Если у вас уже есть татуаж, нам необходимо согласовать с мастером возможность вашего прихода, потому что не факт, что качество этого татуажа подходит под стандарты студии. Нет, я не делала раньше татуаж. Если вы не делали татуаж, то я могу предложить время на 9 утра и на 17:30. Какое для вас будет удобнее? 17:30, Все, отлично. проехали. Мы вот этот вот горбик, связанный с ценой, неловкий, мы его проскочили, потому что очень часто после задавания цены люди говорят: а почему, думают, так, это Да, я дорого подумаю. или дешево. Я подумаю, а почему подумает? Непонятно. И все вы расстаетесь и теряете клиента. Так вот, это один из примеров скриптов. Вообще эти скрипты, прямо те, которые используются моим колл-центром, вы можете купить на моем сайте. Он есть в описании к этому видео. Если вы хотите быть такими же крутыми, как мой колл-центр, переходите и покупайте прямо сейчас. Нам хотели сказать, что мы интегрировали рекламные вставки. Получите. Так вот, мы ввели эти скрипты, и колл-центр, там работало 6 человек, как сейчас помню. Они все собрались, и мы ввели, все хорошо, все работает, а дальше мы начали штрафовать за несоблюдение этих скриптов. И весь колл-центр мы там встречались, разбирали ошибки, какие вот можно и так, и так, и так. В итоге месяц мы их не штрафовали, разбирали ошибки, а потом сказал: наступил месяц, с этого месяца будем штрафовать. И в итоге по концу месяца получилось так, что из зарплаты там 25 000 рублей 19 они должны отдать в качестве штрафа. И? Естественно, они возмутились и сказали: вообще-то, как так? Мы так, я говорю: девчонки, смотрите, мы встречались, разбирали. Надо быть последовательным и идти дальше. Вы над собой совсем не работали, поэтому вы зарплату не получаете. И они тогда собрались, я помню этот момент, они собрались, вызвали меня и говорят: вы знаете, Дима, мы разговаривали на ты. Дима, мы решили, что это невозможно. Невозможно выполнять скрипты. Это просто нельзя сделать так. Это выше человеческих сил, поэтому мы отказываемся работать по этим правилам. Я сказал: хорошо, если вы отказываетесь, вы можете собираться и проваливать, девочки. В общем, выход там, собирайте вещички и валите. В чем их был расчет? То есть колл-центр — это сердце нашего бизнеса, он перекачивает всех клиентов. Поступают заявки, он их обрабатывает, рассказывает, записывает клиентов. И они были уверены, что если они устроят организованную забастовку, то мне ничего не светит, кроме как пойти им навстречу и сказать: конечно, ладно, я же не могу ничего сделать. Но я на тот момент был тотально намерен изменить эту ситуацию со скриптами. Они ушли. Осталась одна девочка, это Маргарита. Она только пришла? Она только пришла. Это Маргарита, сейчас она партнер в Москве и Казани, девочка. То есть они ушли, она осталась одна. И только-только готовилась буквально несколько дней. Я говорю: Марго, скажи, пожалуйста, насколько это для тебя сложно? Неужели это так невыполнимо?
Она такая, да нормально, в общем хорошо. Все. И действительно, у нее все хорошо, у нее не было штрафов, там, может быть, минимальные. И все, кто приходил уже на новых условиях, у них не было вот таких пробуксовок. Поэтому урок из этого такой, что нужно, если вы решили, нужно делать. Тотальное намерение должно быть, да? Да, тотальность вашего намерения должна быть окончательная и бесповоротная. У нас возникла такая дилемма определенная, потому что к этому времени мы постоянно поднимали цены наших мастеров, и она составляла там условно 10 тысяч рублей. Люди, которые приходят к мастеру за 10 тысяч рублей, это уже абсолютно другие люди, чем те мастера, чем те люди, которые приходят за 990 рублей. И у нас мы пытались понять, как развести эти все модели. В то время мы давали рекламу следующую. Получи татуаж за 990 рублей вместо 6 тысяч рублей. Зачеркнутая цена. Мы пускали трафик, и этот трафик приводил к нам клиентов. И даже те, кто не готов был идти на 990 рублей, они говорили, ну, а что-нибудь подороже есть? И мы им продавали подороже. Вот как-то так мы... Но это приводило к конфликту, который, кстати, не решен до сих пор. У нас нет сейчас надежной маркетинговой модели, благодаря которой мы могли бы открыть шланг маркетинга и поливать клиентами наших мастеров, дорогих и ценных. Но мы этого не делаем. Почему? Потому что, опять-таки, я об этом на своем канале рассказывал. Ссылка в описании. Переходите, смотрите. Здесь не про это. Мы начали искать модель масштабирования, и партнерская модель на тот момент казалась мне интересная. И по ней же открылась студия в Уфе. Она показала, в принципе, достаточно неплохие результаты. Ну, она так, ни шатка, ни валка, но кое-как существовала. А в то время я занимался тем ночами. Вот она говорит регулярно про меня, что я ночное животное. Все, что я делал ночами, я играл в компьютерные игры. Я фанат компьютерных игр. Это шутеры от первого лица, Call of Duty. И мы жили тогда в однокомнатной квартире. Не, уже в двушке. Так или когда иначе, мальчик в трешке. Когда мальчик родился, мы уже в трешке жили? Да. Да, ну мы все это время, чтобы вы понимали, я по ночам играл. И мне это жутко нравилось. И это носило характер запоев. Иногда я играл там, месяцами, иногда вообще не играл. Но так или иначе я познакомился с одним из своих текущих партнеров в компьютерной игре. Это был Сева. И он открыл филиал в Воронеже. И его уволили. Оказалось, что он коммерческий директор крупного издательского холдинга. Его увольняют, или там сокращение, или что, трудности. И он говорит, ну что, давай попробуем. И мы с ним начинаем, пробуем. Я выезжаю к нему, знакомлюсь лично с моим интернет-другом. Вы, по-моему, пару лет играли на тот момент, если не больше, на тот момент да? мы могли играть пару лет, просто общаться, ничего не делать, по скайпу болтать. Ну, реально друганы. Открыли бизнес и открыли филиал в Воронеже. То есть у нас вот таким образом в этом году открылось аж 2 филиала. Изначально у меня был план открывать по 10 филиалов в год. На секундочку. 10 филиалов в год. Потом я от этой идеи отказался, я расскажу почему. Лена приехала в Воронеж, и там в первом наборе как раз была Дарья Никулина. Марина Болдырева. Они все из первого набора. Да, это все мастера, в том числе, которые постоянно тренируют. И Даша... Выступают. Да, выступают, и они очень, наверное, это те мастера, с которыми мы не поддерживаем отношения, но ничего плохого мы сказать не можем. Это нормальные мастера, они поступили честно, мы с ними разошлись. Были какие-то недопонимания, но, тем не менее, никаких претензий у нас к ним нет. Да? Нет претензий у тебя? Нет, вообще, не знаю, нормально, просто нормально разошлись и все. Марина Болдырева вообще очень долго работала, она даже была мини-партнером, а потом она в какой-то момент просто решила работать сама, по-моему, после там лет 3 работы, она много раз приезжала в Краснодар на повышение, я ездила их учить в Воронеж, они в Москву, по-моему, приезжали тоже, когда я обучала в Москве мастеров, и кто-то из них приезжал, это постоянное наше обучение и довольно плотное общение, и когда она все-таки сказала, что я ухожу, Лен, спасибо тебе за все, я говорю, да, все классно, поработали, давай, удачи тебе. И все, у меня нет никаких вообще никаких Я помню, мы все время пытались с этим ученическим договором играть. Мы делали его на 3 года, и это так сильно отпугивало людей, которые приходили на работу, что мы в итоге не могли набрать народ. Мы сделали ученический договор 1 год.
И вот в этот один год как раз-таки попала и Даша Никулина. Да? Да, и она, отработав год, сразу же сказала: «Аривидерчи, я уезжаю и открываю свою студию». Ну и на тот момент это было оправдано. Сейчас, ну, наверное, так уже сделать нельзя, потому что рынок уже перенасыщен мастерами, их очень много. Возвращаясь к вопросу сдерживание мастеров внутри студии это сложная задача. И нам казалось, что мы можем ее решить путем микропартнерства. Что такое микропартнерство? Это когда мы отдаем небольшую долю человеку, который обладает, допустим, ключевой компетенцией, он хороший тренер или там, не знаю, там, мастер. И мы отдаем, мы говорим: смотри, вот ты типа опциона. Ты занимаешься прекрасной деятельностью, мы тебя ценим, ты входишь в первый круг, ты теперь не просто наемный мастер, а партнер, и имеешь часть, пускай небольшую, 5% от прибыли, но ты имеешь в качестве партнера. А мы на это микропартнерство подключили Куцеволову, и ей принадлежала часть бизнеса в Краснодаре, 5%. И, кстати, когда она уехала в Питер, условием для того, чтобы она открыла полноценную студию там, было то, что она выйдет из юрлица здесь, в Краснодаре. То есть она вышла, в обмен мы дали согласие на то, что зайдем туда. Ну и вот, что было дальше, это было в 2018 году, мы обязательно расскажем. Но сейчас она микропартнер в Краснодаре. При этом такая же система микропартнерства в дальнейшем была, и, насколько я понимаю, у Марины, хотя я могу ошибаться. Да, там Сева с ней. Да, с ней работал Сева. В общем, все хорошо, мы работаем, и это теоретически должно было решить проблему с мастерами, с их быстрым уходом. Не то чтобы даже быстрым уходом, а наступал период, когда мастера зарабатывали большие реально деньги у нас, потому что мы вынуждены были платить очень много, чтобы они не уходили. Потому что они были уже, как бы сказать, лучше 9 из 10 мастеров вообще на рынке, каждых. И чтобы их удержать, они должны были самореализовываться. Помнишь, было ощущение, что им что-то не хватает, как-то власти или что-то такое. То есть они должны были учить, да, статуса. Они должны были учить, за порядком наблюдать в студии, развивать мастеров, чтобы больше зарплату получать. Они замотивированы были, чтобы студия больше. Ты сейчас нарушаешь получить. тайминги. Я думаю, что мы перешли к большим зарплатам. Опять-таки, это не были в лоб это большие зарплаты. Это был 2016 год. Ладно. Именно тогда мы перешли к другой мотивации, стали ее искать. А тогда это был просто фикс от выручки, 22%, по-моему, это было. Но так или иначе, мы постоянно старались наших мастеров готовить. И я нахожу сейчас старые видео с собраний наших, которые проводились регулярно. Это собрание, я на нем была, я тоже помню. Это был как раз поток мастеров, которые из Шате спустились на второй этаж, в студию Нечаевой. Это были Разманова, Дубовик, Вишневская, кто-то еще, там Лиза Колганова. Короче, такой костяк, который долго очень в краснодарской студии работал. И вот он реально там усирался, просто рассказывал им, просто так... Все рассказал, как устроено, какой огромный кусок забирает маркетинг. Потому что, чтобы вы понимали, это мастера были очень низкого уровня. В сравнении с тем, что делает сейчас любой мастер, который работает у нас в сети после внедрения контроля качества, которая, забегая вперед, выжила всех их. Вот вообще прям всех единицы оставила, но заставила их вырасти настолько сильно, насколько они могли. И вот они все сидят, там человек, не знаю, ну, большое количество людей у нас было, потому что у нас полностью работала студия на втором этаже, студия на третьем этаже с новичками, и вот перед ними всеми он проводил собрание и рассказывал, как устроено все у нас внутри. И они не понимали, меня это удивляло все время, сколько денег мы тратим на маркетинг, на колл-центр, на работу там всех вот людей, которые сооружают или, как сказать, снабжают их вот этим потоком клиентов. То есть они действительно думали, что клиенты идут на их вот эти вот бровки, которые они делали. Я не могла добиться от них там многого. То есть там я просто билась как рыба об лед с этими людьми, которые не понимают оттенки цвета, они их не видят. Там вот про эту Пунько я в прямых эфирах рассказывала. То есть человек берет алый, красный и оранжево-красный, смешивает их. Я говорю, какая цель? Она говорит, ну мне розовый нужен холодный розовый. То есть она просто оттенков не видит. И сейчас она там продает свои пигменты. То же самое, когда он пытался не то чтобы просто вбить в их головы скрипты, чтобы они их как роботы проговаривали. Нет, он пытался им объяснить, зачем это работает, механизмы работают, как вообще, в принципе, наш бизнес устроен. И вот в какой-то момент он просто, я не помню, там, стечение обстоятельств было какое-то,
какое-то ты подвел к тому, что сколько, как вы думаете, стоит ваша работа, и вот она говорит 50%. И я помню его лицо, он просто офигел. 50% как? Когда только что сказали, что 60% от общего дохода забирает обслуживание там колл-центра, администраторов, руководителей всевозможных там и так далее, и самого маркетинга, который просто мы платим там Яндексу и так далее. Короче, это был бисер перед свиньями, реально. То есть это человек, который любит объяснять, любит учить, любит до самого начала докопаться, чтобы человек понял, даже самый баран. У него столько есть терпения, которого во мне нету, чтобы объяснить. Но я помню в тот момент твое отчаяние. У меня было отчаяние, знаете, в чем? Это моя же проблема. Я сильно переоценил интеллект людей, которые работали тогда рядом со мной. Это моя ошибка была. И я действительно старался искренне открыть и честно показать. Смотрите, мы не врем. Но вот сколько мы зарабатываем. Вот сколько, посмотрите, вот вы сколько зарабатываете. Мастера зарабатывали больше, чем мы. То есть если мы возьмем в абсолютном значении. ФЗП был большой. Но при этом, естественно, допустим, прибыль студии была 300 тысяч рублей, фонд заработной платы мастеров составлял 400 или 500 тысяч рублей, но при этом они считали, что мы должны отдавать им половину. Это уничтожило бы нашу прибыль. И в глазах абсолютно кристально, вот как карпа нарисована у нас сейчас тоже в доме, у него в глазах мысли особой нет. Вот так же я и не увидел мысли у этих девочек. Я понял, насколько я глуп, что я рассчитывал на отдачу и обратную связь, связанную с вовлечением их, и понял, что нужно вводить штраф. И вот тогда, если вы каким-то образом сталкивались с прямыми эфирами либо постами наших бывших сотрудников, вы наверняка сталкивались с их болью, которую они испытывали во время штрафов. Мы ввели просто жесткую вертикаль власти, и все, без исключения мастера, прослушивались, у них висели диктофоны, в которые в конце дня записи с них должны были сдать. Процедуры, которые они сделали, если на ней нет записи диктофона, не переводилась в статус успешно реализованной, и она не получала с нее заработную плату. Поэтому она должна сдать диктофоны. Сидел человек, который прослушивал все диктофоны и составлял такие галочки. Тут правильно, тут неправильно, тут рассказала про риск того, что смоется эскиз, тут сказала про это, тут это. И выводил средний балл, в итоге по которому мы снимали у них с зарплаты определенную часть. Но это было очень жестко. Но при этом это их воспитало и сделало возможным то, что они сейчас являются успешными мастерами. Потому что все, что они делают, это та же Пунько, та же Дубовик, та же Разманова. Все процессы, которые мы им давали, Лена вкладывала им в голову путем постоянного штудирования, они говорят словами Лены. И процессы, которые я им вбил в голову при помощи штрафов и управляющая компания, которая работала за них, они все это используют для того, чтобы быть успешными сейчас. Но это не может продолжаться бесконечно, потому что бизнес — это штука такая, она динамичная, он развивается. И, например, студия сейчас и студия 5 лет назад — это разные вещи. И я уверен, что на горизонте, если они не будут развиваться, они проиграют. Но, еще раз, возвращаясь к тому времени, у нас были действительно очень жесткие штрафы. И очень жесткие требования по опозданию. Например, мы столкнулись с тем, что мастер может опоздать на процедуру. Клиент ждет, а мастер забегает такой запыхавшийся. То есть мы постоянно, внезапно появлялись на работе. Я прихожу раньше всех, и стоит клиент, стою я, потому что у меня ключей нету, админа нет, стоит мастер. Или мастера и админа нет. И меня это, помню, повергало просто в ужас. И мы думали, что же делать? Никакой самодисциплины вообще по нулям. То есть как только вокруг тебя начинает работать много людей, еще и они женщины. То есть, я думаю, не зря на заводах вот эти карточки, отмечания времени. Нету дисциплины. И когда мы ввели минуту 100 рублей, да, по-моему, стоило? Мы ввели тайм-контроль. Что это такое? Это датчик отпечатка пальцев, нажав на который ты фиксируешь свой приход и свой уход. Уход нам не столь важен, нам важен был приход, и ты должен быть за 15 минут до твоего первого клиента. Соответственно, если у тебя клиент, например, в 10:30, то в 10:15 ты должен быть. Мы не требовали, чтобы они приходили в 9. И просто сидели на работе. Да, и просто сидели, не вопрос. Но если клиент пришел, а ты не пришел, все, секир башка. За каждую минуту 100 рублей штрафа. То есть там у нас Вишневская попадала все время, она платила штрафы, она неисправимый человек абсолютно. То есть она попадала и платила там. У них были
очень высокие зарплаты, большие штрафы, и оставшаяся зарплата все равно была высокая. Когда я говорила там своей подружке, у которой муж инженер, главный инженер в НЖГ, у него там, не знаю, огромное количество людей в подчинении, и он получал раза в 2 меньше, чем мои девочки, вот эти вот там 22-летние, которые со средним образованием вообще, и у нее там волосы дыбом становились от такой несправедливости. Но девочки это не ценили, потому что они не знали другого. И это нормально, ничего страшного. Но вот этот тайм-контроль, мы столкнулись со следующей очень интересной проблемой. Этот же тайм-контроль был внедрен и в колл-центре. В итоге мы столкнулись с тем, что каждый человек стремится обмануть систему. Что сделала девочка-администратор? Она сказала: слушайте, а давайте переводить время на компьютере назад. Когда ты приходишь, и если ты опоздал, ты переводишь время назад, делаешь тайм-контроль, потом переводишь вперед. Окей, я не знаю, как я об этом узнал, как-то мы, в общем, об этом узнали, мы зафиксировали. Кто-то нам из внутри сообщил тоже, так всегда. Из внутренних стукачей проклятых. Кто-то сообщил, мы поставили специальную программу, которая фиксирует логи изменения времени, и па-бам! И в итоге попались, там у нас, я помню, мастер была, которая это активно использовала. Ой, мастер в колл-центре, девочка. Да. И мы уволили всех после этого. Потому что все пользовались. Она придумала, да, все она придумала, все пользовались. Да, мы уволили всех тех, кто этим пользовался. Нас за это время работы через нас прошло огромное количество людей, мастеров, администраторов, руководителей, помощников, менеджеров отдела продаж. И это действительно большой поток. Это в 100% женщин. Не знаю, пару раз были мужчины-помощники только, да, по-моему. И мы столкнулись с таким количеством, как сказать, тупости, постоянного вранья, нежелания учиться. И да, в какой-то момент ты начинаешь становиться просто жестким. То есть самые первые вот какие-то потоки, я с ними дружила. Мне, я вообще хотела всегда вокруг себя собирать людей, с которыми я бы дружила. То есть мне должно быть комфортно общаться. Потому что я больше, чем ты, времени проводила именно с мастерами. И я всегда хотела, чтобы вот мы там прям вот были какие-то единомышленники. И в какой-то момент я плюнула, если честно. Я перестала даже пытаться с ними сблизиться. Я просто стала относиться к ним как к персоналу, и все. И я помню еще, помнишь, статейка была в каком-то сообществе, черные работодатели, что-то список черных работодателей. Мы при приеме на работу ввели в Краснодаре, по-моему, никто так не делал, и причем мы это сделали после того, как посмотрели этого Борисова Соболева, где он задавал моделям мисс красоты, мисс вселенная, всякие разные вопросы, совершенно безобразные. То есть вот сейчас вот нас смотрите и ответьте на эти вопросы. Давай. Хотите пройти тестирование? У себя в голове. У себя в голове. Я знаю результаты на 99%, я уверен, как вы ответите. Опять-таки, почему никто из вас это не признает, это очень стыдно будет. Будет круто, если вы напишете. Если у вас найдется смелость написать честно, на сколько вопросов вы ответили правильно, то вы крутые уже этим. Но на самом деле большинство из вас так и не признается, и для большинства из вас это будет травмой. Поэтому перематывайте дальше на следующую. Или просто для себя галочку поставьте. Да. В общем, чтобы вы поняли, 90% женщин, а нашей целевой аудитории при поиске сотрудников были, естественно, женщины, это женщины-мастера, женщины-администраторы, они не отвечали хотя бы на один вопрос. Итак. Итак, вопрос. Что вокруг чего вращается? Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Второй вопрос. Луна вокруг Земли или Земля вокруг Луны? Что вокруг чего? Угу. Ответили? Третий вопрос. В каком году началась и в каком году закончилась Великая Отечественная война? С немцами. А чем вообще отличается Вторая мировая война от Великой Отечественной? Это жестко, ты топишь. Ладно, давай не дальше. Топи. Четвертый вопрос. Кто открыл Америку? Самая большая река в Санкт-Петербурге. Это слишком жестко тоже. Да давай, нет. Давай, топи вообще. В Ленинградской области вообще-то. Это еще сложнее. Самая большая река в Ленинградской области. И еще вопросы, они менялись. Кто написал «Войну и мир»? Кто был муж Крупской? Это для топ-менеджеров, секундочку. Это даже не для мастеров, да? Это для топ-менеджеров. Кто был мужем Крупской?
Если люди не отвечали, и правильный ответ – это Ленин, мы тогда спрашивали, а кто был Ленин? И вот здесь еще половина срезалась. Короче, вот такие вопросы мы задавали и задаем нашим сотрудникам. Я не знаю, задаются сейчас они или нет. Задаются, но другие немножко. И получается, мы набирали на работу тех, кто хотя бы на эти вопросы отвечал. Остальных мы отправляли. То есть мы говорили, извините, но вы нам не подходите. До свидания. И во время собеседования сидело 20 человек, 15 встало и ушло. И ты такой, блин, как же так? И как бы с каждым из них индивидуально общаться было бы абсолютно слишком время затрат. Да, что мы делали? Мы делали групповые ассессменты. Это технология группового набора, группового собеседования, которая дает две возможности. Первое, оно сильно экономит время руководителю, и руководитель может лично провести собеседование и посмотреть на сотрудников будущих. И второе, это, почему сильно? Потому что 20 человек проходит тест, 15 сразу сваливает, и у 5 оставшихся они такие сидят, немного охеревшие. А что-то люди такие тупые? Неужели? А мы хороши. И тут между ними запускается конкуренция, они уже хвосты не распушают, они начинают за эту вакансию бороться, потому что мы показали эту ценность. И при помощи этих ассессментов в течение часа можно было закрыть позицию, например, мастера или даже несколько позиций, администратора или менеджера колл-центра. Но, как показала практика, такие позиции, как бухгалтера или директор по продажам, при помощи ассессментов закрыть очень сложно. И про черных работодателей, список черных работодателей. То есть была прикольная писулька, мне ее прислал кто-то из сотрудников тоже. И там чувак писал, чувак пришел к тебе устраиваться помощником, не прошел вообще вот эти тупые вопросы, его попросили удалиться, потому что как говорить, о чем вообще говорить с человеком дальше, когда он не знает мужа Крупской. И он жутко обиделся и накатал там. У меня даже она где-то была сохранена, эта писулька, о том, что вот эти два ссыкуна, им бизнес купили родители, они там измываются над людьми, вообще унижают их. А ты жена депутата. Да, а потом из Воронежа прилетала вещь, что я жена депутата, куры денег не клюют, и они там вообще, к ним на работу не идите, у них там просто кошмар. Вот эти все обиженные люди, которых мы отсеивали через наше вот это сито мелкое, люди злятся, они злятся всегда не на себя, что они тупые, они злятся на того, кто это показал. Как показала, да, практика. И есть очень много, я думаю, если поискать отзывов. Они еще, кстати, знаете, что любят делать? Те, кого мы уволили за какие-то, допустим, за несоответствие критериям нашим внутренним качествам работы или стандартам разговора с клиентами или там еще каким-то, они как-то друг друга находят и объединяются в кучки, чтобы злиться на нас вместе. Я помню несколько таких случаев, когда там из Воронежа там списалась с Москвой, и они там где-то срут на форумах, на каких-то, так смешно это, конечно. Очень интересно об этом сказал один бывший партнер из Москвы, мы о нем тоже расскажем, Серега. Серега, привет. Он сказал, мы очень болезненно это воспринимали, потому что мы воспринимали то, что мы делаем искренне, мы болели за этот бизнес, мы болели за то, чтобы люди, которые этому бизнесу не подходят, уходили из него и понимали, что они просто, им нужно развиваться, им нужно расти, чтобы соответствовать. А люди всегда очень стрессово воспринимают, когда им нужно развиваться. Они говорят, нет, я такой, потому что остальной мир уроды. Все вокруг Д'Артаньяны, все вокруг говнари, а я Д'Артаньян. Понимаете, да, о чем я? И это нормально. И нормально абсолютно для неосознанного человека обвинять других в своих проблемах. И они так привыкли, они собираются в кучки, начинают срать мелко, обсуждать, перетирать. Вот сейчас вы можете на конференциях это заметить. Собираются бывшие работники, та же Куцеволова, она встречается с Фомкиной, Фомкина встречается с... Куцеволова встречается, приезжает на мастер-класс к Белле Размановой. Они все дружат против нас. И нас это сначала сильно заботило, а потом Серега сказал одну такую вещь. Говорит, слушай, Дим, они же намного... Это девочки, они никакие не предприниматели, не бизнесмены. Что ты тратишь на них свое время? Говорит, я сам по себе замечаю, что я что-то там переживаю. Говорит, слушай, зачем тебе эта жизнь насекомых? Ползет муравей, пусть ползет. Зачем тебе
Вот там, ой, он потащил мою палочку. Не надо. Все, ну ползет, пусть уполз. И меня это такая стратагема в голову мне попала, и я думаю, ну действительно, а зачем переживать? И с этого момента отпустила. Этот момент наступит не скоро, он там в 2016-2017 году, но до тех пор мы вот как раз-таки сильно парились от того, как сильно мы вредим нашим людям, и как сильно можно быть таким тупым и не знать это. После этого в ВКонтакте я увидел демотиватор. Быть тупым – это как быть мертвым. Всем вокруг плохо, только ты этого не замечаешь. И ты об этом не знаешь. Поэтому вот это 100% про большинство людей, которые у нас работало. Опять-таки, то, что они у нас работали, это наша недоработка, это наша оплошность. Это тогда, когда мы шли на компромиссы. Был админ, я помню, мы ее взяли, несмотря на то, что она на эти вопросы не ответила, надавила ты, по-моему. Да, это были эксперименты. Я говорила, Дима, но если 9 из 10 женщин не отвечают на эти вопросы, ведь такие же приходят и на процедуру, может быть, пусть они там общаются, нормально будет все. Мы пробовали брать на работу. В итоге там она натворила таких делов, это админ, мы просрали там деньги, какой-то ахтунг был, вообще просто туши свет, кидай гранату, ее звали Света, этого админа. А в процессе эта Света также присоединилась к какой-то травле на форуме. Нет, ты ее уволил, сказал, нет, все, ты не можешь у нас работать, уходи, до свидания. Света с нами больше не работает. Света встала, ушла, очень удивилась и расстроилась. А потом она где-то в каком-то сообществе ВКонтакте как раз-таки, там висело объявление на именно работу, под которым она написала, ой, я у них работала, знаю, я там вообще козлы, я от них ушла, и ты там написала, так что смешно. И я написал так, что почему она ушла, а там был такой залет. И Света замолчала, а в комментах начался ржач. Просто люди жестокие, они начали обсирать бедную Свету. В общем, ладно. То, что было, то было. Мы учились. Нас никто не учил бизнесу. Мы делали все по наитию, как нам казалось тогда правильным. Конечно, были ошибки. Но самой большой ошибкой это бедная Катя Козлова, которая работала в одно лицо и тащила салон в Москве, который в итоге был прибыльным. То есть он приносил прибыль. Хотя Катя, бедная, старалась. То есть, представьте, вы приходите в студию одна, работаете одна, едете на метро обратно, снова в студию, снова. И там график у нас был, помнишь, 6-2. Но я была тогда беременная, прям... Нет, тогда ты уже родила, когда закрылась Москва. Нет, я имею в виду, когда она работала одна. Лететь, снова учить нам было... Как-то, мы не могли. Ты помнишь, ты полетел, обучил эту, как ее, которая, Нова Контур потом, воровка-то. Воровка. Да, ты забыл? У нас же был еще один набор. Мы набрали людей, она обнесла студию. Козлова пишет, Лен, ну как так, она ушла и украла машинки. Как ее фамилия забыла? Сейчас скажу. Ее зовут... Сейчас у нее студия Star. Нова Контур, она представитель в России. Короче, она пришла к нам нулевым мастером. Подожди, сейчас или я нет? скажу. Нет, она уже работала на тот момент. Слушай, я прям залезу ради этого. Это тоже, кстати, кармическая штука сейчас будет, потому что она украла машинку, то есть она уходила... 3 машинки. Она украла 3, да? несколько машин. Кармическая штука, то есть она такая очень... Знаете, есть люди, которые умеют притворяться благонравными. Вот она курила Роганова. Анастасия Роганова, точно. Вот. Ты поехал без меня, провел собеседование? Я провел собеседование, вроде нормальная женщина такая. Она уже была мастером. Мы не брали мастеров, потому что они рукожопы были. Но в этот момент мы решили сделать исключение. И в итоге с Рогановой мы простились, мы ее именно уволили. Мы уволили за плохое качество работы. Ты помнишь это? Да, по-моему. Но я даже не ездила, я с ней не знакома была. Когда уже вообще. То есть Козлова делала офигенные работы, а Роганова делала трэш. И я говорю, прости, Настя, до свидания. И она ушла, и Катя звонит мне или же Лене, я не помню, говорит, она забрала телефон. Мы выдавали корпоративные телефоны мастерам. Да. Она забрала телефон, забрала машинки. Как это так? А Катя осталась. Катя честная была девочка, очень, да. В итоге Катя в один из моментов говорит, ё-моё, я ухожу, до свидания, я устала, я выгорела, я не могу. Мы же не знали, что она уходит в Леон Тату. Она не сразу туда ушла, она там в нескольких местах поработала и остановилась на нем. Да, но мы даже попытались с нее что-то там струсить по этому ученическому договору, но она подготовилась, наняла юристов, что-то там ответила, и мы поговорили не из-за того, что мы боялись проиграть,
А мы подумали, блин, думаем, ну прикинь, человек в такой жопе проработал, реально. Целый год. Целый год она выполняла честно свои обязанности, и мы не стали это форсировать дело. Но с Рогановой, вот сейчас у нее офигенная история. Короче, Роганова, представитель Новоконтур. Что делает этот человек? Настя. Она, кстати, я снимал уже о ней одно видео, она угрожала мне судами. Вот прямо сейчас ты можешь тоже начинать угрожать судами. Мои контакты у тебя есть. Значит, первое. Она накручивает лайки и комментарии под своими всеми постами. Она накручивает себе подписчиков. К ней ездила на обучение Пунько. Это просто надо быть такой просто доверчивой, что повестись на эту раскрученную Роганову. Она вообще мертвая. Она фотошопит так свои работы, просто нереально. Но пытается выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Она подтянула качество работ, действительно, может быть, через мастер-классы, может быть, еще как-то она стала лучше. Настя Роганова поступила нехорошо, украв машинки и телефон. Она думала, что на тот момент, что я ничего и не сделал, а я звоню на Настя, говорю, ты что? Она говорит, что ты мне сделаешь? Что ты там из-за 5000-го телефона в ментуру? Да докажи еще. Мы с ней общались. Я говорю, ну окей, как бы, ну ладно. Там, телефон реально не пойдешь. Да, реально не пойдешь ради этого. Но сейчас прилетает обраточка. И у Насти Рогановой с накрученным аккаунтом и с накрученными подписчиками, и с такой историей отношений со мной, где она украла машинку и украла машинки, и украла 3 штуки, и украла телефон, это не рукоподаваемая особа. Даже не лещедаваемая, так скажем, при встрече, потому что я не хочу и руки марать. Ну, это просто какой-то недочеловек. Причем она пытается заштукатурить абсолютно все. У нее плохая кожа, и она все время ходит с большим количеством тоналки на лице. То есть ты смотришь на фотографию, прикольно, ближе подходишь, ё-моё. Вот примерно так же она подходит ко всем аккаунтам своим. У нее везде фотошоп, везде тонны штукатурки. Она пытается через показушное накручивание лайков и комментариев и подписчиков создать собственную значимость великую. И тем самым многие ведутся, многие приезжают. Я вам не советую ехать в эту студию, так как профессионализмом и честностью там и не пахнет. Итак, студия в Москве закрывается. Конец 2014 года. Это наше первое разочарование. Мы реально не знаем, что делать. А это, кстати, год, когда у меня родился сын. И я буквально в феврале родился, февраль-март, по-моему, в конце марта я поехала уже в Уфу. Почему я поехала в Уфу? Потому что я подумала, они взяли кредит, они очень так скромно себя вели, у них не было денег и не было особо прибыли, потому что у них просто совершенно были не очень хорошие работы, мертвая совершенно стена ВКонтакте, то есть никаких фотографий, ничего. Хотя приезжала Саша и учила всему, что надо делать. И я помню, я собралась и поехала, потому что надо было это разрулить. И что я увидела первое, что меня поразило, я захожу в студию, меня встретил Анил. Давай сразу еще раз. Извини, я тебя перебью. Для людей, которые не в теме. Уфа это первые наши партнеры, которые открылись в Уфе. Они внесли честно деньги за то, чтобы получить доступ к бизнес-процессам. И вообще у меня не было к ним претензий до 2018 года, когда они присоединились к бунту на корабле и вместе с Куцеволовой и Старшиновой и Размановой нас кинули. Это было просто удивительно. Но эти люди, они, кстати, вот мы после общения с ними, мы начали для потенциальных партнеров тест такой же, как для сотрудников делать. Ну, они хорошие, но тоже не очень умные. Хорошие, уже не хорошие. Были хорошие. Да, с ними были хорошие отношения, и на самом деле от них было как раз-таки как удар под дых просто, потому что, от Алины я не ожидала, но я думаю, что там недовольный, у нее очень глупый и необразованный муж, он работал всегда таксистом, и он не был плохим, но он не тянул вообще. Ты помнишь экселевскую таблицу, как он вел, как считал на калькуляторе и в экселевскую таблицу вносил цифры, то есть там прям управленческий учет это
это был, да? Короче, я с ними познакомилась, они мне оба понравились, потому что они очень простые были, мы тоже простые, просто, может быть, мы дольше там в этом бизнесе варились, у меня никогда не было там задранного носа, как мне казалось, и я с ними очень сошлась нормально, и но что меня первое поразило, когда я зашла в кабинет, а Алина работала, у нее машинка, тогда мы работали какими-то китайскими типа Гуччи машинками, и они пополам иногда ломались, то есть у нее вот место, жопка, от которой шнур идет, и место, где игла ходит, они вот держались на клею просто. На лаке? Нет, на клею сами по себе. Иногда они ломались в процессе, когда их там протирали или еще что-то. И вот она поломалась, и на таких как бы проводочках, на кишках, она вот так падает ее, она делает процедуру, то есть она как бы часть, которая питает, работает, соединена какими-то проводочками такие, знаете, как у Шварценеггера рука вот эта поломанная. И она вот так вот ее вот так скидывает и делает, так скидывает и делает. И такая, я думаю, бляха-муха, с кем мы связались. Но потом они, ну, как бы произвели хорошее впечатление. Алина очень, у них лидер была Алина, безусловно, и она очень стремилась и учиться, и развиваться, и все-все-все. Я говорю, Алина, что ты сделала? Я, говорит, там лаком заклеила, но она не держится. Я говорю, блин, суперклей в соседнем магазине, ну ё-моё, хотя бы. То есть мы тогда работали совершенно каким-то безумным оборудованием, которое счастливо выкинула спустя несколько лет. Но после них, да, мы начали задавать такие же вопросы и партнерам, потому что если человек имеет деньги и хочет стать партнером, это не значит, что он имеет мозги и компетенции для того, чтобы им быть. Еще раз, надо, то есть поймите, каким интеллектом надо обладать, чтобы машинка, которая просто расклеилась, ее заклеить лаком. Просто лаком. Не клеем, а лаком, который просто ломается тут же. Ну, это такой сигнал, который мы не услышали. 2014 год закончился. Мы, наверное, конечно же, все, что в этом году было, мы не уместили в одну серию. Было наверняка и введение управленческого учета, и скрипты, и какие-то вещи, которые мы 100% упустили. Но я точно помню, что я в этом году нанял себе личного помощника. И, может быть, даже это было раньше. Раньше, по-моему, это было. Да. И первое, что вы можете сделать себе, если у вас несколько мастеров, наймите себе личного помощника. Он будет делать за вас все. Он может быть удаленный, но как бы это, наверное, история отдельная. И подпишитесь на мой канал, ссылка в описании. Я рассказывать буду про такие вещи, там, лайфхаки. Что касается наших ошибок. Итак, ошибка номер 1, которую мы совершили, это мы бросили Катю Козлову одну в Москве. То есть, потому что она очень хороший мастер. Да, она хороший мастер и, в общем-то, хороший человек. То есть, если бы у нее было хотя бы там, не знаю, несколько человек, с которыми бы она общалась, развивалась, там, соревновалась или просто коммуницировала и не чувствовала себя изгоем, наверное, тогда студия в Москве продолжила бы работать. Это наш минус. Второй минус — это то, что мы нашли партнеров, что с франшизой в Екатеринбурге, что в Уфе, которые не были умными, они не обладали высоким бизнес-интеллектом, потому что партнеры все-таки должны, это люди, которые разделяют с тобой риски, и доверять первому встречному — это большая ошибка. И нужно ставить фильтр, в том числе и на тех, кто получает франшизу или партнерство, а не гнаться за вот этим взносом, который тебе принесут. Ты расскажешь про ошибки? Вот в 2014 году как раз началась погоня за городами. Это начало большой ошибки нашей, которая длилась много лет. Нам очень нравилось, что города находятся далеко, то есть Ростов, Уфа, Екатеринбург. Мы такие, вау! Мы хотели именно вот в каждом большом далеком городе открыться, и тогда именно это как бы как азарт загорелось. И мы не выбирали партнеров, да, это однозначно большая ошибка. Мы были рады всем тем, кто захотел с нами работать. Мы просто их хватали и начинали их любить. Итак, в 2015-2014 году мы закончили. В следующей серии будет год 2015. В этом году мы откроем снова студию в Москве, потому что она приносит, в общем-то, денег много, и по амбициям мы хотели там работать. В первые несколько месяцев открытия новой студии мы получили 600 тысяч рублей убытков. И мы просто офигели. Это был стресс. И, кстати, мы не рассказали про Москву и чему она нас научила при открытии в 2013 году. А что ты знаешь, чему? Мы открыли студию, у нас не было предоплаты, и бах! И люди просто не приходят.
Это самая большая проблема именно в Москве была, Да. не в регионах, а в Москве. Люди в Москве обладают меньшей социальной ответственностью. Им пофигу. Они записались, им что-то, да, я приду, и не приходят. И в итоге 5 из 6 записавшихся не приходят. Мы были в шоке. Что делать? В итоге для того, чтобы хоть что-то сделать, мы ввели предоплату обязательную. Хотите прийти? Полностью оплачивайте процедуру. Да, были возмущения, да, были обвинения в том, что мы мошенники. Но, тем не менее, это нормально. Это сработало, и мы получили большой трафик на Москву. И мы сказали, ага, и можно использовать предоплату. И с тех пор мы ввели предоплату во всех студиях. Хотя все крутили у виска и говорили, какая предоплата, ты что? Кто так делает? Сначала делается процедура, а потом платится. Но мы ввели это, и благодаря этому мы остались на плаву, иначе мы вообще бы разорились. Да, первое, из-за чего крутили у виска нам, это то, что мы вообще, в принципе, сделали студию татуажа, где работают только мастера татуажа, очень узко, ничего больше не делают. А второе большое введение – это предоплата, и тоже нам крутили у виска, но это выправило дела в Москве сразу причем, да? Потому что люди приходили, оплатив, они приходили. Значит, анонс продолжается. В 2015 году мы открыли студию в Москве и получили 600 тысяч убытков. Как показало время, за те несколько месяцев, которые мы отсутствовали в Москве, все кардинально изменилось. Рынок изменился, ситуация изменилась, стоимость привлечения клиента изменилась. И нам пришлось очень сильно постараться для того, чтобы это исправить. Москва вообще отдельный город от остальных, и мы в следующем видео расскажем, в чем его отличие и почему туда не стоит соваться, или стоит соваться, но к чему нужно быть готовым. Там же в Москве появился мастер Ксения Старшинова, которая работает сейчас на ворованные активы. Мы об этом расскажем уже в 2018 году, но как бы ввод этого персонажа будет в 2015. Мы в 2015 году перевели наш отдел продаж на удаленку. Я расскажу о том, как это сделали. И также мы расскажем о том, что мы сделали в этом году ребрендинг, потому что мы хотели... Почему мы расскажем? Да, хотя бы да. И почему мы тоже расскажем. Также в 2015 году осенью было открытие школы и первые студенты, и мы также расскажем, как это было. Всем лайк, комментарии, все вы знаете, колокольчики, подписки, сделайте кнопку подписка серой. В общем, если вы вдруг не подписаны на нас, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Peace. Пока.